Приветствую вас, друзья! Сегодня мы находимся на фирме Gravit. Это наши друзья, с которыми мы запартнерились уже год назад. И сегодня мы снимем для вас выпуск о погрузчиках Manitou. Оставайтесь с нами и смотрите нас, и подпишитесь на нас обязательно. Обзор. И сегодня мы для вас снимем обзор телескопического погрузчика. Поехали! Приветствую, дорогие зрители канала ВЗ-Агро. И снова с вами на связи Богдан и Максим, оператор. Сегодня мы хотим сделать для вас обзор и отснять то, без чего не может обойтись ни один фермер, который занимается сельским хозяйством. Это телескопические погрузчики Manitou. Компания Manitou является лидирующим брендом на рынке в производстве погрузчиков. И на данный момент по всему миру насчитывается 9 заводов, которые производят погрузчики, 500 точек по продаже техники, это сервисы и дилеры компании, и 20 филиалов по всему миру. В 1981 году компания Manitou выпускает свой первый телескопический погрузчик. В 1989 году компания Manitou выпускает первый погрузчик, телескопический погрузчик с полным приводом. В 1993 году компания уже выпустила свой первый погрузчик серии МРТ, а именно поворотный погрузчик, который мы видим вот на заднем фоне находится. Это погрузчик, который предназначен для строительных работ, используется в качестве крана и оборачивается вокруг своей оси на 360 градусов. На данный момент компания может предложить более 300 моделей разных погрузчиков. Вы просто представьте, 300 моделей разных погрузчиков. Если вам нужно для строительства, вы выбираете для строительства. Нужно для сельского хозяйства, выбираете для сельского хозяйства. Нужно кара, чтобы просто разгружать палеты, без вопросов. Это тоже у них есть. У меня лично на фирме есть погрузчик, фронтальный погрузчик Manitou MST-40, 4-тонник. И я ничего плохого не могу сказать об этом погрузчике. Он идеально справляется со своей работой и делает все очень качественно. Так, друзья, сейчас я вам покажу. Что ты снимаешь? Итак, друзья, сейчас я вам покажу уже обзор, сделаем обзор, расскажу про технические характеристики этого погрузчика, какой двигатель, помпы, мосты и так дальше. Давай, погнали. Сейчас находимся возле 733-115 МЛТ. МЛТ – это именно предназначение под сельское хозяйство. Сейчас вам покажу двигатель и расскажу, как двигатель закрыт. Нужно ключик. Давай, открывай. Итак, у нас уже есть ключик. Сейчас будем открывать и показывать вам двигатель. Так, с помощью вот такого вот ключика открывается крышка. И здесь мы видим двигатель. Что могу сказать про двигатель на этой модели? Раньше были установлены двигателя JCB, раньше были установлены двигателя Perkins, а потом уже Manitou начала выпускать и устанавливать двигателя Deutz. Очень хорошие двигателя, 4-цилиндровый, с турбиной. На данной модели 115 лошадей мощность двигателя. Дизайн погрузчика выполнен так, что оператор имеет очень хороший обзор по окружности всего погрузчика во всей кабине. На 360 градусов он сможет видеть все, что происходит за территорией своей кабины. Высокий дорожный просвет этого погрузчика позволяет работать на очень тяжелых условиях.
где слой грязи превышает 40 сантиметров. Благодаря широкому ассортименту орудий эти машины смогут заменить очень много разной техники. К этим машинам можно использовать как вилы, которые вы видите на данный момент для погрузки, разгрузки палет. Можно использовать ковши, можно использовать захватчики для тюков, можно использовать даже гидромолоты, крокодилы, которые захвачивают и вывозят гной с свиноферм. Грузоподъемность данного погрузчика 3300 кг на максимально сдвинутой стреле. Если вы на максимально высунете стрелу, эта грузоподъемность уменьшится до 1500 кг, 1200 кг. Эти машины могут заменить очень много разной техники. Имея такую машину в своем хозяйстве, фермер будет счастлив, сможет быстро выполнить любые работы и даже прицепить прицеп и тянуть за собой с помощью прицепного прицеп, загружать и самостоятельно разгружать все, что ему понадобится. Привод здесь на карданных валах сделан, а с помощью гидравлической помпы, которая качает 104 литра в 1 минуту. У нас регулируется высота подъема. Здесь приводится в привод передний и задний мост. На этой серии у нас установленный механический привод. Привод с помощью карданного вала. Между передним и задним мостом стоят карданные валы, которые соединяются с помощью муфт. И с помощью этого у нас приводится в действие погрузчик. Почему это хорошо? Потому что для таких работ, как сельскохозяйственные, иногда нужно заехать, как я уже говорил, в грязь, заехать в поле. Например, на погрузчиках другой серии, которые используются в строительстве, установлен гидравлический привод. С помощью гидравлической помпы давление масла, приводится привода, и он начинает ехать, начинает работать. А здесь сделан механически. Он более выносливый, более мощный. Можно не жалеть его и не переживать за то, что что-то попадет в гидравлическую помпу, которая ремонт стоит очень больших денег. А просто если, например, что-то случится даже, вы поменяли карданный вал или поменяли хрестовины на карданных валах, и все, дальше работаете. Сегодня мы с Бодей сравниваем две модели. Моя модель это 737. Это немного круче модель, чем ту, которую выбрал Бодя. Но, тем не менее, эта техника нужна в хозяйстве любому фермеру. И это 100% и без сомнений. Сейчас я вам немного расскажу технических характеристик, а вы уже будете выбирать, которая из этих двух подойдет вам лучше. Моя версия подружки. Моя модель это модель версии премиум. Она немного круче. Есть, например, здесь. Это пневматическое сиденье с регулировкой воздухом. Есть еще добавочно, то чего у Боди нету, есть климат-контроль, чтобы было тепло, а летом было прохладно и свежо. На данной модели установлен очень удобный джойстик. Я ездил на моделях постарше, намного постарше, но скажу вам, что новый джойстик это очень удобный механизм и полностью изменен абсолютно и в движении, и в динамике. Он такой мягкий, очень приятный, так что бомба. 737 это 130 лошадей с движком Deutz 4-цилиндровым. Стрела у меня тоже 7-метровая, весит данный погрузчик 7 тонн. На данной модели установлен двигатель 3,6 литров, 130 лошадей, как я и говорил, 4-цилиндровый. Добавочные опции в этой модели это 4 вентилятора и есть опция обратного вентилятора, который может очищать его изнутри. Установлена коробка передач PowerShift Plus, это 6 передач вперед и 3 назад.
По типу эта коробка, как и в легковых машинах, как в авиационном строении, с гидротрансформатором. Гидротрансформатор – это, кто не знает, это на примере, можно сказать, двух вентиляторов, которые вы ставите один напротив другого, и они потоком воздуха начинают просто приводить всю коробку в действие. Топливный бак на 120 литров, бак на гидравлическую жидкость на 135 литров и на AdBlue у вас есть бак на 10 литров. Сзади находятся гидравлические выходы, и розетка и прицепное устройство, которое вы, кстати, можете увидеть с помощью зеркала из кабины. С помощью зеркала, установленного в задней части, водитель может увидеть случайных пассажиров, которые хитрят. Также мы здесь имеем механический привод на карданных валах 4х4 с отличнейшей резиной 460 на 70 радиусом 24. И в грязную погоду эта машина вас не подведет. Хочу вам рассказать про кабину этого погрузчика. Данная кабина сделана очень комфортно. В версии Classic нету кондиционера. Здесь есть просто теплый воздух, есть холодный воздух. То есть просто печка, которая работает, дует теплым воздухом и холодным. На данной серии погрузчика установлено обычное сиденье, которое есть механическое и регулируется с помощью рычажков. И вверх-вниз оно уже не поднимается, потому что оно механическое. Здесь расположены кнопки управления светом вокруг всего погрузчика. Здесь мы можем увидеть кнопки регулировки печки. Так как климатизации у нас здесь нет, просто есть печка. Этим рычагом у нас управляется высота подъема и регулировка стрелы. Выдвигается вперед, назад, вниз, вверх. Здесь установлен ручник, здесь установлен уже стеклоподъемник. В предыдущих версиях этого не было, а сейчас установлен стеклоподъемник. Потому что, например, раньше как было, что дверь это делилась на две части. И с помощью, когда вы закрываете дверь, эта часть открывалась автоматически. И не было такого называемого окна. А здесь уже стоит стеклоподъемник, как в машинах. Итак, еще вам хочу рассказать, что Manitou изменила в своих погрузчиках и чем они отличаются, например, от JCB, Merlo и других. Первое, это вот эта вот ступенька, и Manitou имеет патент именно на вот этот вырез, который в остальных погрузчиках был так, что было просто прямо, вот сделано прямо, и когда, например, водитель выходил из погрузчика, он не мог попасть на эту ступеньку. И было много жалоб от клиентов и случаев, что просто, не все молодые управляют этими погрузчиками. Кто-то просто падал и ломал там ногу, травмировался и так дальше. Сейчас они сделали патент, и никто больше не может сделать такого, потому что это запатентировано. И сейчас очень удобно, с помощью вот этого выреза, очень удобно выходить с погрузчика и также заходить в погрузчик. Дальше, еще один очень большой плюс. Может кто пользуется погрузчиками и знает, что вот переднее стекло сейчас, на данный момент Manitou сделала так, оно идет полностью цельное. Полностью цельное. Мы имеем очень крутой и офигительный обзор. Сейчас мы покажем, есть у нас JCB еще здесь, мы сейчас покажем, как сделано в JCB. В JCB просто это стекло разделено на две части. И сейчас подойдем туда и покажем, как меняется вообще обзор с помощью вот такой вот новой технологии. А также вот эта вот рамка, которая защищает, металлическая рамка, которая защищает от разных ситуаций, что-то упало, например, на крышу или там дерево какое-то и так дальше. Они сделали эту рамку так, под таким углом. Вы видите очень хорошо обзор сверху, плюс если светит солнце, оно не попадает на вас. Так установлена рамка под таким углом, что хороший обзор и защита хорошая от солнца.
Вот так вот. А сейчас идем до погрузчика JCB и покажем, как сделано там, чтобы вы почувствовали разницу. Погнали. И вот как видите, сейчас находимся возле погрузчика JCB. И посмотрите, как сделано стекло здесь. Если пройти сюда, сейчас ключи не взяли. Вот отсюда вы увидите, стоит рамка. Рамка, которая разделяет одно стекло между вторым стеклом. И с помощью этой рамки очень плохой обзор по сравнению с погрузчиком Manitou. И также это вот ступенька. Видите? Она полностью сделана с рамой, ровная. И, например, вот вы выходите... Выходить надо спиной. Да, выходить нужно спиной, да, чтобы не упасть и не травмироваться. Очень, как бы, плохо по сравнению с Manitou. JCB, щит. Хотели обратиться к вам, представить наши услуги. Мы занимаемся продажей сельхозтехники, комплектующих, спецтехники. И если вам понадобится телескопический погрузчик, мы сможем вам поставить полностью сервисованные от дилера, у которого мы сейчас находимся, с оригинальными моточасами, с оригинальной историей, которые они выкупают у своих же клиентов. Например, клиент покупает новый у них погрузчик, пользуется 2-3 года, делает сервис прямо же у этой компании, и мы сможем вам поставить любые погрузчики прямо из этой компании. Поэтому, если вам интересно, обращайтесь к нам, скидайте свои заявки. Наши менеджера очень быстро свяжутся с вами и предоставят вам полную информацию о ценах, о комплектациях, о моделях, которые есть сейчас в продаже. Поэтому не забывайте, что есть мы, если вам нужна сельхозтехника. Также подписывайтесь на наш канал, смотрите, комментируйте. Для нас это очень приятно, когда люди смотрят, когда люди пишут комментарии. Напишите, может быть, вы хотели обзор какой-то определенной модели, чтобы мы для вас отсняли. BZ Agro, ваш надежный поставщик сельхозтехники. Итак, еще, друзья, хочу рассказать плюсы Manitou по сравнению, например, до JCB погрузчика. Это рама стрелы. Здесь установлено на каждой стороне, вот, то есть есть квадрат, на каждой стороне установлено по 2 скользящие пластины, по которым выдвигается и задвигается эта стрела. То есть их в совокупности есть 8 штук. А на JCB стоит 4. С помощью них меньше износ, намного меньше износ. Еще одна фишка, вот здесь сразу стоят вот щетки, которые смазывают эту стрелу и очищают ее от пыли, от грязи, чтобы внутрь не попадало с помощью вот этой щетки. А сейчас, друзья, мы проведем мини-тест-драйв. Мы заведем, покажем 3 варианта хода, покажем приборную панель и, ну и немножко погреемся внутри кабины. Крабовый ход. Переключаем здесь вид хода на крабовый. Теперь только передняя ось. Теперь 2 поворачивающие оси. Як там нова машина?
старших моделях этих погрузчиков вот эта панель была высокой, вот где-то такой высоты. Панель приборов, она была размещена вот здесь, посередине, и по высоте была вот так. Сделали так, что обзор стал намного больше. Они сделали вот такую вот панель, намного ниже, максимально низко до стекла. А датчики приборов перенесли уже просто в правый угол, в правую часть кабины. Если честно, сразу же это было незаметно, но вот сейчас нам подсказали, что вот сделала Manitou вот такую вот новую фишку. И на самом деле это очень круто, потому что обзор шикарнейший с помощью вот такой вот новой технологической кабины. Może stanę do góry? Proszę, proszę. Tak. Ну да. Итак, дорогие зрители, наш выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал обязательно. Большой палец вверх, обязательно колокольчик, если вы хотите, чтобы мы снимали для вас классный, отличный контент и образовывались вместе с вами. Подпишитесь и не забудьте порекомендовать нас своим друзьям. Спасибо вам. Не работает. Нету сигнала.